Привет всем! Вы на канале Нитка KZ, меня зовут Жанара. Сегодня мы свяжем сумочку кроссбоди из полиэфирного шнура. Также можно ее вязать из любой другой пряжи толщиной примерно 3-4 мм. Нам понадобятся материалы: полиэфирный шнур, у меня это плоский шнур, толщина 3 мм, мне понадобилось 250 метров, крючок номер 4, замочек для сумки, цепочка 120 сантиметров с карабинами, 2 колечка 30 мм внутренний диаметр и 2 полуколечка 20 мм внутренний диаметр. Берем наш шнур, толщина 3 мм. У меня здесь в этом мотке 300 метров. Шнур плоский, достаточно упругий, мягкий, и крючок номер 4. Оставляем кончик нити примерно 5 сантиметров. Делаем узелок и затем набираем цепочку 18 воздушных петель. Связали цепочку 18 петель, вяжем первый ряд. Первую петлю пропускаем, вводим крючок за заднюю полупетельку второй петли и провязываем столбик без накида. Затем делаем воздушную петлю, внизу одну петлю пропускаем, в следующую петлю вводим крючок, провязываем столбик без накида. Опять воздушная петля, внизу одну пропускаем, в следующую столбик без накида. И у нас получаются вот такие маленькие арки. Так мы продолжаем с вами вязать до конца ряда. Заканчиваем первый ряд, в конце ряда делаем 2 воздушные петли. У нас должно получиться 8 арок. Давайте вместе посчитаем. Кончик нити можно поднять наверх, и мы спрячем его в процессе вязания второго ряда. Вяжем второй ряд, находим первую арку, вводим крючок в арку и вяжем столбик без накида. Теперь вяжем пышные столбики. Для этого делаем накид на крючок. Обратите внимание, как мы захватываем ниточку в первом накиде. Затем провязываем одну длинную петлю, при этом крючок вводим в самый угловой стежок. Делаем опять накид, но уже другим образом. Провязываем вторую петлю и последний раз делаем накид, как второй, и провязываем третью петлю. На крючке у нас получается 7 петель. Через 7 петель провязываем одну петельку. Затем вводим крючок во вторую арку, провязываем столбик без накида. Опять захватываем ниточку, делаем накид. Затем вводим крючок в первую арку, провязываем первую петлю, накид, вторую петлю, накид, третью петлю. Опять на крючке 7 петель, провязываем их одной петлей. При этом кончик нити у нас прячется внутри петель. Следующую, третью арку вяжем столбик без накида, накид, вводим крючок во вторую арку и провязываем 3 петли и 3 накида. Итого опять образуется 7 петель. И
провязываем одну петлю через все 7 петель. И так продолжаем, вяжем до конца ряда. Вяжем последние пышные столбики. Обратите внимание, вводим крючок в последнюю петлю. Теперь нам нужно придерживать уголок и вводим крючок в последнюю арку. Провязываем 3 пышных столбика с накидами. Не забывайте придерживать уголок. Последняя петля и 2 воздушные петельки для подъема следующего ряда. Закончили первый ряд. Давайте проверим, у нас должно получиться 9 узоров пышные столбики. Вяжем второй ряд, переворачиваем, нитка остается позади работы. Вводим крючок вот в эту петлю между первым и вторым узором, вяжем 1 столбик без накида, затем делаем накид. Теперь вводим крючок вот в эту угловую петлю. И сюда провязываем 3 пышных столбика с накидами. 1, 2, 3. Теперь провязываем одну петлю через все петли на крючке. Вводим крючок между второй и третьей позициями. И затем опять вяжем наш узор. Теперь обратите внимание, куда мы вводим крючок. Немножко раскрываем место между первым и вторым пышными столбиками и вводим крючок вот сюда, в серединку. Смотрите, чтобы с противоположной стороны крючок тоже вышел ровно между узорами. И провязываем 3 пышных столбика. Провязываем одну петлю через все петли на крючке, находим следующую петлю, в которую мы вяжем столбик без накида. И затем делаем накид и опять повторяем. Раздвигаем пространство между вторым и третьим пышными столбиками, находим петельку, вводим крючок и провязываем 3 пышных столбика. И так продолжаем вязать до конца ряда.
Заканчиваем второй ряд. В конце делаем 2 воздушные петельки для подъема следующего ряда. И здесь у нас тоже 9 пышных столбиков. Вот так мы связали с вами первые 2 ряда узора. Продолжаем, вяжем таким же образом всего 14 рядов. 2 ряда мы уже связали, значит нам остается еще 12 рядов. Также мы можем посчитать их попарно. Это получается 7 пар. Вот такая пара, 7 пар рядов. Мы закончили, связали 14 рядов. Давайте вместе посчитаем. Вот здесь у меня находится последняя петелька. Ниточку пока не отрезаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И также мы можем посчитать их попарно. 7 пар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По размеру получается длина 21 сантиметр, высота 15 сантиметров. Теперь нам нужно вытянуть эту петлю, сделать ее длинной. И проносим всю нашу вязаную часть через эту петлю, затягиваем узел. Начинаем вязать с противоположной стороны. Ниточку мы не отрезаем, просто переносим на другую сторону и делаем протяжку. Вводим крючок в угловую петлю, берем рабочую нить, провязываем воздушную петельку, затем 2 столбика без накида, ниточку прокладываем и прячем внутри петель. Теперь вот в это пространство между узорами, ложбинку, мы провязываем 2 столбика без накида в одно основание. Далее у нас идет вершинка, сюда мы вяжем 1 петлю. Затем у нас опять идет такая ложбинка, в нее мы провязываем 2 столбика. И далее вершина, в нее вяжем 1 петлю. И так продолжаем вязать до угла, до конца ряда. Получается, у нас должно быть 24 столбика без накида. Закончили, связали 24 петли. Обратите внимание, в начале 2 и в конце тоже 2. И здесь уже, как я вам показывала по рисунку. В конце делаем воздушную петельку для подъема ряда, переворачиваем. И теперь вводим крючок только за 1 полупетельку, вяжем столбики без накида. И так продолжаем вязать до конца ряда 24 столбика без накида. Закончили. Хотела вам показать, как мы вяжем петельку в конце. В конце петля должна быть хорошо затянута. Достаточно короткая она должна быть. Вяжем следующий ряд, вводим крючок сразу за 2 петли из предыдущих рядов и провязываем столбиками без накида. И так вяжем до конца ряда 24 петельки. Закончили, связали 24 петли. Здесь петлю в конце хорошо затягиваем. Воздушная петля,
переворачиваем. И все остальные ряды вяжем аналогично. Захватываем петли из двух предыдущих рядов и вяжем столбики без накида. В каждом ряду должно быть по 24 петли. Итак, мы закончили еще один ряд. У нас уже хорошо виден рисунок узора. Посмотрите, вот здесь у нас идут подсчеты рядов. Хорошо виден рисунок. Вот нам нужно с вами вязать в высоту до 33 ряда включительно. И считать мы будем с вами, начиная с первого ряда. Давайте свяжем и посмотрим, как это выглядит. Итак, мы закончили. Связали 33 ряда. Считать мы будем с той стороны, где у нас находится изнаночная сторона первого ряда. Вот по этим полосочкам. Смотрите, вот полосочки, это первый ряд, второй, 3 и так далее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Всего 33 ряда по этой стороне. С этой стороны у нас вот такой рисунок, это будет внутренняя сторона сумки. Теперь нам нужно поделить на участки. Вот задняя стенка сумки у нас должна быть 14 рядов. Я поставила маркеры на 14 ряду. Вот до границы вот этих полосочек. Затем мы оставляем 5 рядов для донышка. Тоже ставим маркеры с двух сторон. И затем до верха остается еще 14 рядов. Всего эта деталь по размеру получается длиной примерно 48 сантиметров и шириной 21 сантиметр. Кончик нити можно отрезать и спрятать. Вяжем боковины для сумки. Оставляем длинный кончик нити примерно 1 метр. Набираем цепочку 6 воздушных петель. Начиная с самой первой петли считаем 6 петель. Готово. Вяжем первый ряд, первую петлю пропускаем, вводим крючок во вторую петлю за заднюю полупетельку и провязываем 5 столбиков без накида до конца ряда. Не забываем в конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Далее вяжем второй ряд. За одну полупетельку провязываем столбики без накида и вяжем до конца ряда 5 петель. В третьем ряду мы будем присоединять полукольцо. Внутренний диаметр полукольца 20 мм. Первую петлю провязываем столбиком без накида по узору, как мы с вами вязали сумку, за 2 полупетли из предыдущих рядов. Затем позади изделия прикладываем полукольцо и через него и через 2 петли провязываем столбики без накида. И так 3 раза провязываем 3 петли.
Закончили вязать с полуколечком, и последняя петля у нас остается. Вот здесь мы провязываем тоже столбик без накида. И далее продолжаем вязать уже самостоятельно. В высоту нам нужно связать 14 рядов. Считаем по той стороне, где стоит полукольцо. Это внешняя сторона боковинки сумки. Закончили, связали 14 рядов. Давайте вместе посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Кончик нити отрезаем и прячем. Давайте измерим боковинку. Получается длина примерно 15 сантиметров, ширина 5 сантиметров. И нам нужно связать точно такую же вторую боковинку для сумки. Готово, связали 2 боковинки для сумки. Теперь будем пришивать боковины к сумке. Для этого я использую пластиковую иглу. В нее продеваю кончик пряжи, который мы оставляли в начале. Также, если у вас нет иголочки, вы можете просто пришивать крючком. Прикладываю боковинку. Эту боковинку я буду пришивать со стороны клапана. Итак, вот здесь у нас с вами 14 рядов. Давайте еще раз посчитаем. И на сумочке мы тоже оставили 14 рядов. Это будет задняя стенка сумки. На уровне последнего 14 ряда у меня стоит маркер. Прикладываю боковинку к сумке и начинаю пришивать с самого первого ряда. Вначале нам нужно закрепить нитку вот так, самый уголок закрепляем. Затем смотрим, вот здесь у нас идет первый ряд, и здесь тоже первый ряд. И вот эти петли, которые находятся по краям первого ряда, мы пришиваем друг к другу. Далее смотрим, вот второй ряд. И теперь петли второго ряда пришиваем друг к другу. На стороне боковой детали вводим крючок непосредственно прямо близко возле черточек, которые означают край второго ряда. И всех последующих рядов точно так же. И пришиваем обычными стежками. Теперь смотрим, вот у нас третий ряд. Вводим крючок в крайние петельки, которые относятся к третьему ряду. И пришиваем. И так продолжаем шить все 14 рядов, то есть 14 стежков нам нужно сделать до угла.
Мы закончили, пришили заднюю стенку сумки. Далее переходим к донышку. Донышко у нас 5 петель, и здесь мы оставили 5 рядов. И точно так же, как мы пришивали по задней стенке сумки, пришиваем 5 петель к 5 рядам на основной детали сумки. Нам осталось пришить переднюю стенку сумки. Здесь у нас тоже 14 рядов. И мы их пришиваем точно так же, как с противоположной стороны. Единственная особенность здесь, вначале я показываю, что я пришиваю за одну петельку, но лучше все-таки вводить крючок немножко подальше и захватывать 2 петли, чтобы у нас был более надежный твердый стежок. Мы закончили, пришили боковинки к сумке. Делаем последний угловой стежок, соединяем углы и прячем и отрезаем кончик нити. Теперь нам нужно пришить вторую боковинку. Здесь, видите, нитка находится с левой стороны, и здесь у нас край сумки. То есть мы пришиваем в противоположном направлении от края к клапану. Пришили вторую часть сумки к боковинке. Вот так у нас выглядит. Я не убирала маркеры, чтобы показать вам, как важно соблюдать симметрию. Здесь мы смотрим, чтобы у нас боковинки присоединялись на одном уровне, чтобы сумку не перекосило. Теперь убираем маркеры. И вот такая сумочка у нас получилась на этом этапе. Далее мы будем устанавливать портфельный замочек. Для установки замочка я использую тонкую отвертку для выкручивания болтиков. И также можно использовать плоскогубцы и нож. Сначала снимаем заднюю панель
и делим замок на две части. Вот это нижняя часть и вот эта верхняя часть, на которой находятся болтики. Их нужно аккуратно выкрутить, и затем верхнюю часть мы будем устанавливать на клапан сумки. У нас очень плотный узор, поэтому замочек просто так не устанавливается на край сумки. Для этого я решила провязать еще один ряд. Ввожу крючок в крайнюю петельку, беру новую рабочую нить, оставляю кончик и сразу прячу его внутри петель. Обратите внимание, это у нас внешняя сторона сумки, правый верхний край. Делаем воздушную петлю, затем столбик без накида и еще один. То есть получается у нас здесь на краю 2 столбика без накида. Далее в вершинку мы вяжем 1 столбик без накида. Теперь у нас идет ложбинка, в нее мы вяжем 2 петли в одно основание. И так продолжаем вязать до конца ряда. Всего должно получиться 24 петельки. Заканчиваем, вяжем последнюю петельку. Обратите внимание, в начале ряда и в конце ряда 2 столбика без накида. Итого 24 петли. Кончик нити отрезаем и, как показано на видео, аккуратно закрываем последнюю петлю и прячем кончик нити внутри петель последнего ряда. И далее мы можем установить портфельный замок на сумку. Определяем, где у нас середина клапана, примерно вот в этом месте. Берем наш замочек, и здесь с помощью отвертки или ножа вы можете аккуратно продеть края сумки внутрь замка. Затем закручиваем болтики. И на этом заканчивается установка верхней части замка. Устанавливаем нижнюю часть замка. Есть у нас 2 способа, как установить нижнюю часть замочка. Первый — это мы протыкаем сумку насквозь и заднюю панельку приставляем внутри сумки. С помощью плоскогубцев опускаем ножки. И есть также второй способ. Если у вас очень толстая стенка сумки, вы можете взять 2 ниточки. Здесь я их слегка опалила, чтобы они не крошились, так как шнур полиэфирный, можно опалить их. Прикладываем их к замку, тогда нам задняя панелька вообще не нужна. Зажимаем ниточки с помощью ножек сумки, ножек портфельного замка. Прикладываем замок на то место, где он у нас будет располагаться. И теперь эти ниточки заводим внутрь сумки. Стараемся расположить их симметрично друг к другу, напротив друг друга, ровным квадратиком. И затем попарно завязываем внутри и прячем кончики нитей. Ну, как видите, этот способ немножко более такой хлипкий. Замочек не так уж прям плотно прилегает к сумке. Какой способ вам удобнее, выбирайте и устанавливайте замок. Далее вяжем короткую ручку, оставляем кончик 20 сантиметров и делаем 8 воздушных петель. Замыкаем цепочку в кольцо и далее по спирали без поднятия ряда вяжем так, чтобы у нас изнаночная сторона цепочки смотрела наружу. Вводим крючок только в полупетли и провязываем 8 соединительных столбиков.
или еще их называют полустолбики. Связали вот так первый ряд, далее продолжаем, вводим крючок за полупетлю и продолжаем вязать по спирали на необходимое нам количество рядов. Высота ручки у меня будет примерно 22-23 сантиметра, поэтому я не считала количество рядов, просто провязала до нужной мне высоты. При этом в процессе я слегка ручку растягивала. Вот такая ручка у меня получилась. Давайте измерим по длине. Получается примерно, как я и говорила, 22-23 сантиметра. Ну, в процессе ношения ручка еще немножко растянется. Здесь также оставляем кончик нити 20 сантиметров. Отрезаем нитку. Закрываем последнюю петлю аккуратно, чтобы у нас не было резкого перехода между петлями. И затем пришиваем ручку кольцам. У меня это кольца диаметром 30 мм, это внутренний диаметр. Прикладываем колечко позади ручки и аккуратно пришиваем. Делаем на каждое отверстие по 2 стежка. И затем кончик нити нужно аккуратно спрятать внутри ручки. Точно так же пришиваем кольцо с другой стороны короткой ручки. И вот у нас готова короткая ручка для сумки. Она достаточно упругая, очень красиво смотрится. И ее мы будем устанавливать на клапан. Здесь я некоторое время гадала, думала, как лучше поставить ручку. И решила все-таки, что просто над боковинками протыкаю насквозь клапан через несколько петель и вот так именно насквозь устанавливаем короткую ручку. Здесь самое главное, чтобы два конца ручки находились ровно напротив друг друга. И в то же время, чтобы они находились у нас над боковинками, чтобы это было симметрично. Готово. Для этой сумочки я не вязала длинный ремешок из пряжи. Я решила просто одеть цепочку металлическую. Длина цепочки 120 сантиметров. На этом наш видеомастер-класс заканчивается. Вот такую сумочку мы с вами связали. Высота сумки 18 сантиметров, длина 21 сантиметр. В описании под видео я оставлю ссылку на мастер-класс по пошиву подкладки для сумки кроссбоди. Обязательно посмотрите его, если вы хотите еще сделать вашу сумку красивее. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Instagram. Отмечайте меня на ваших работах и присылайте мне фотографии в директ. Мне всегда очень интересно увидеть готовые сумочки, связанные по моим мастер-классам. Также еще пару слов о том, сколько у меня осталось пряжи. Вот этот моток 300 метров и это остаток примерно 50 метров. Желаю вам приятного вязания. До новых встреч!